şey değilim. Bak nasıl bir şeytanın yanında olduğunu bil. Yerini seç. Seni tanımıyorum sen. Benim doğurduğum Cihan mısın? Yoksa bu aileyi sırtından bıçaklayan biri mi? Okuldadın. Onun da bizim de bu kadar yükü taşıyacak mecalimız kalmadı. Şimdi göster bakayım bana. Hangi hasta Aliye Hanım'ı hapse gönderecek? Haydi bir göreyim. Yonca Hastanesi'nde yaşanan bir olayla ilgili geldik. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Почему Али говорит, что ей плохо? Джихан разоблачает грязные дела Демиза и Экмеля. Станет ли Шахин на сторону Джихана, когда узнает, как его отец и Демир занимаются грязными делами? Узнает ли Кая, что ребенок Зерин – его? Узнает ли Кая эту правду от Альи? Кто похищает Зерин? Хочет ли Демир застрелить Каю? Не ухудшатся ли отношения Садакат с Джиханом еще больше из-за ее противоречий? Решат ли Джихан и Алья сохранить свою любовь, несмотря ни на что? Кто сядет в тюрьму за донос на Алью? Сговорится ли Садакат с кем-нибудь в больнице, чтобы устроить ловушку и избавиться от Альи? Поймут ли Джихан и Аля, что Садакат организовал эту аферу? Вначале самой мощной волной в краткосрочной перспективе станет юридический и социальный коллапс, вызванный выживанием Барана. Стыд и гнев Садакат Ханем по отношению к общественности, особняку и своей семье поначалу перерастут во внешнюю агрессию, а не во внутреннее осознание произошедшего. Заявление о недействительности брака быстро перерастет в институциональную войну с участием адвокатов, официальных документов и семейных споров. В ходе этого процесса заявление Садакат Ханем о разводе будет официально оформлено на законных основаниях, в то время как документы и отчеты компании, полученные Джиханом, разожгут другой фронт этой борьбы, пока внутри семьи будут продолжаться споры о семейной чести, новые союзы будут формироваться вокруг экономических соображений, наследства и акций компании. В среднесрочной перспективе наиболее острой областью напряжения станет линия преступность/правосудие. Открытие того, что Баран жив, потребует повторного расследования двух тяжких несправедливостей, совершенных в прошлом. Имя Экмеля, козни Надима и агрессивные рефлексы Демира окажутся под пристальным вниманием. Джихан попытается раскрыть грязные уловки в отношениях Экмеля и Демира, это нарушит равновесие в особняке и создаст необратимый раскол между Садакат и Джиханом. Операция Джихана по сбору улик, проведенная с помощью корпоративных записей, банковских выписок и старых контрактов, оставит Садаката уязвимым, но также еще больше разожжет его жажду мести. Беременность Зерин и попытка Надима воспользоваться ею создадут новый центр власти в сериале. Надим будет рассматривать ребенка как рычаг, материал для торга и потенциальную угрозу, которая ставит под сомнение легитимность семьи. Похищение Зерин станет поворотным моментом, ситуация после похищения обострится как для Демира, так и для Каии. Первой реакцией Каии, узнав об этом, станет гнев, чувство предательства и глубокое нарушение доверия. Правда, которую узнает Кая, резко ограничит ее возможности, он либо поговорит с Зерин и попытается восстановить семейные связи, либо примет резкие, импульсивные решения, основанные на правде, и прекратит отношения. В этот момент раскроется потенциал Демира к насилию, и между ним и манипуляциями Надима закрутится опасная спираль. Растущая агрессия Демира, ощущающего себя несостоятельным и загнанным в угол, увеличит риск физического насилия в особняке. Это насилие будет прервано безрассудным решением Демира взяться за оружие или вмешательством Шахина или другого персонажа, что в конечном итоге обернется как юридическими, так и психологическими издержками для Демира. Позиция Шахина задаст неожиданный импульс сериалу в середине сезона. Шахин, поначалу кажущийся преданным Садакат Ханем, сломается, когда узнает о грязных делишках своей семьи и отца. Этот разрыв вовлечет его в ряды Джихана. Переход Шахина на сторону расстроит планы таких фигур, как Экмель и Надим, и в особняке сформируются неожиданные союзы. Внутренний расчет Шахина не только обеспечит глубокую трансформацию в развитии персонажа, но и проложит путь для новых сюжетных поворотов.
Положение Алии будет разрушительным как в личном, так и в социальном плане. Когда сценарий, приведший ее в тюрьму, окажется связанным с ловушкой, устроенной Садакат Ханем, борьба Алии за сохранение своей невиновности неизбежно обострится. Когда документы, находящиеся у Джихана, будут сопоставлены с поддельными, махинации Садакат Ханем, связанные с деньгами и отношениями, могут быть раскрыты. Это открытие ослабит позиции Садакат Ханем и разрушит узы верности внутри семьи. Если документы будут признаны подделкой, социальная и финансовая репутация Садакат Ханем будет подорвана, и пути назад уже не будет. Невиновность Денис станет одним из немногих элементов, смягчающих напряжение в сериале, однако путь Денис к познанию истины будет иметь драматические последствия. Замешательство Денис в отношении понятия «отец», манипуляции Садакат Ханем и раскрытие правды приведут к эмоциональным всплескам. Правда, которую узнает Денис, ударит по самым уязвимым членам семьи и ослабит персонажей, шок восприятия маленького ребенка значительно усилит влияние планов старейшин. На фронте Кадир Надим все более заметными становятся элементы организованной преступности. Похищение Зерин людьми Надима приведет к конфликту между бизнесом Кадира и его незаконными делами. Действия Кадира, движимые его собственными интересами, а не внешними факторами, как в случае с Эшрефом, в конечном итоге приведут к его изоляции. Незаконные действия и переселение Кадира получат дальнейшее освещение в полицейских расследованиях, и ожидается, что государственные органы вмешаются в какой-то момент для оказания оперативного давления. Учитывая социальные и финансовые последствия, повышенное внимание СМИ к семье после возвращения Барана нарушит баланс сил в городе. По мере того, как давление журналистов и местной общественности оборачивается против Садакат Ханем, отношения семьи с деловыми партнерами и местными властями достигают критической точки. Положение сотрудников особняка, прислуги и соседей также осложнится, даже те, кто кажется лояльным, могут изменить курс в угоду собственным интересам. Еще одним стратегически важным вопросом станет вопрос доказательств. Эпизод, в котором Чикдем попала в аварию, но действовала настолько преднамеренно, что отправила отснятый материал в Анкару, подготовит почву для правосудия. Изучение и компиляция этих записей прокурором Сельмой станут единственным способом выявить истинных виновных. Действия Сельмы будут медленными, но эффективными. Когда имеющиеся у нее доказательства будут собраны вместе, это может помешать планам таких людей, как Надим и Садакат Ханем. Наконец станут ясны следующие предпосылки распада семьи и нового баланса сил, отношения Джихана и Алии подвергнутся испытанию, но тенденция противостоять общему врагу, манипуляции Садакат Ханем усилится, переход на другую сторону таких персонажей, как Шахин, приведет к появлению новых союзов, конфликт будет обостряться до тех пор, пока действия внешних сил, таких как Надим и Кадир, не будут наказаны. Открытие и спасение Зерин раскроют некоторые истины семьи и сорвут планы Садакат Ханем. Общественное давление и судебное разбирательство коренным образом изменят экономическую и социальную структуру особняка. В конце всех этих событий авторитет Садакат Ханем в особняке будет серьезно подорван, отделение Джихан от семьи придет к вероятному концу, доказательство невиновности Алии станет долгим, но преобразующим процессом, история Зерин породит новые конфликты с объявлением о ее беременности, а между Демиром и Каей произойдет необратимый раскол. Этот раскол станет основой для переосмысления персонажей и создания новых союзов и вражды в среднесрочной и долгосрочной перспективе сериала. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.